середине 20 века в Южной Африке мужчина по имени Ричард отправил письмо своей невесте в Бельгию. Он написал его аккуратным почерком на плотной бумаге, запечатал в конверт с маркой и положил в почтовый ящик. Обычная история того времени, если бы не одно «но». Письмо шло почти полгода. Штормы над Атлантикой, сбои в пересадках и бюрократия на границах. Каждое из этих звеньев увеличивало путь простого конверта. За это время невеста уже решила, что он ее бросил. Лишь спустя месяцы письмо оказалось у нее в руках. Сегодня такая задержка кажется невозможной, но тогда это было частью жизни. В мире без интернета даже письмо было испытанием. Его можно было потерять, вскрыть, задержать или прочесть посторонние. И все же люди продолжали писать. Длинно, красиво, вдумчиво. Они выбирали слова с особым вниманием, ведь исправить или переслать было невозможно. Такое письмо становилось событием. Его перечитывали по несколько раз, хранили, прятали, берегли как память. И это была норма. Полгода ожидания — не повод для паники. Так было у всех. Именно поэтому каждое письмо было драгоценным, почти ритуальным. Слова, написанные от руки, несли в себе вес времени, расстояния и надежды. И если вы думаете, что это максимум трудностей, то вы еще не знаете, как люди находили знания до появления поисковых систем. До появления интернета знания не было на расстоянии клика. Люди шли в библиотеки. Не как в хранилище, а как в портал ко всему миру. В Бостоне, Нью-Йорке, Лондоне, Вене, Москве везде библиотеки были центрами интеллектуальной жизни. Читательский билет был почти как паспорт в мир знаний. Допустим, вам нужно узнать, как построить печь или вылечить боль в спине. Это значило найти нужный отдел, перелопатить справочники, выписать ссылку на нужную книгу, найти ее в каталоге, потом на полке, если она не выдана. Только после этого чтение. Иногда несколько часов, чтобы найти один абзац. Справочники, энциклопедии, альманахи. Все это заменяло то, что сегодня делает Google. Только с усилием и временем. Но в этом был смысл. Человек не просто узнавался, а погружался в процесс. Знания воспринимались глубже, потому что за них платили временем. Иногда же приходилось действовать иначе, когда нужная информация находилась не в книгах, а в устах у тех, кто жил этим знанием десятилетиями. Но если знания можно было найти, то как быть с новостями? Об этом дальше. До эпохи смартфонов каждый рассвет начинался с шелеста бумаги. Газеты были единственным источником новостей, мнений и, что особенно важно, разговоров. Утренний выпуск мог изменить ход дня, а вечерний — вызвать настоящие дебаты в семье. Например, в Великобритании в 60-х годах тираж таблоида Daily Mirror превышал 5 миллионов экземпляров. Люди в очередях, в транспорте, за завтраком все листали полосы с новостями, прогнозами и сплетнями. Газета определяла ритм общества, но это было больше, чем просто чтение. Через объявления в газетах искали работу, любовь, жилье. Там публиковались разоблачения, манифесты, тайные сигналы. Газета могла быть инструментом давления, средством сопротивления и даже площадкой для тайных сообщений. Иногда люди хранили вырезки годами, как напоминание о событии, как аргумент в споре, как память о важном. Слова на бумаге имели вес, потому что они были единственными. Однако, когда нужно было сказать что-то, что не предназначалось для всех, приходилось действовать иначе и куда хитрее. Когда цензура была нормой, а частная переписка — роскошью, люди искали хитрые способы говорить друг с другом. И находили. Во времена диктатур, войн и даже просто строгих родителей шифры и условные фразы были настоящим искусством. В нацистской Германии любовные письма заключенных в лагерях проходили через строгую проверку. Чтобы обойти цензоров, люди использовали метафоры. «Я мечтаю о весне» означало «я надеюсь на свободу». А птица прилетела «я получил твое письмо». Иногда даже цвет чернил, расположение строки или количество отступов несли скрытый смысл. В Советском Союзе студенты и диссиденты обменивались книгами, в которых под определенными словами были спрятаны закладки. В США активисты в 60-х передавали адреса и сообщения через якобы невинные открытки, где смысл был понятен только своим. Эти методы были рискованными, но рабочими. Люди творили шифры не по книжкам, а по жизни, потому что иногда сказать прямо было невозможно. А когда доходило до поиска любви или новых знакомств, приходилось быть не только хитрым, но и изобретательным. До свайпов и лайков знакомства были почти искусством. В разные эпохи свои методы, но все они требовали личного участия. В Лондоне в начале 20 века в газетах были популярны рубрики «Личные объявления». Мужчины и женщины описывали себя, свои цели и надеялись, что кто-то откликнется. В США после войны появились первые вечера знакомств, где людей знакомили вживую по принципу совместимости. Не по алгоритму, а по взглядам, вопросам, жестам. В СССР пары знакомились в очередях, в библиотеках, на танцах. Люди ждали, наблюдали, выбирали момент. Даже случайная встреча в электричке могла стать началом истории.
Было популярно писать на салфетке номер телефона и незаметно передавать. Это был аналог «добавить в друзья», только с большей долей риска. Без экранов и фильтров все строилось на настоящем контакте. Голос, взгляд, настроение. И если человек не пришел, значит больше не увидишь. Никаких вторых шансов. Но как сохранить связь, если единственная возможность позвонить — это будка на улице? Производственно-строительная компания ПО «Система» предлагает уникальное решение в сфере модульных быстровозводимых зданий. По желанию заказчика можно сделать модуль любого типа, от обычного жилого до санитарного или модуля контрольно-пропускного пункта, а также размер здания определяет только заказчик. Более подробно про ПО «Система» вы можете узнать по ссылке в описании. В середине 20 века уличные телефонные будки были не просто средством связи, но они становились местом драмы, признаний, слез и спасения. В час пик к ним выстраивались очереди, особенно у вокзалов и больниц. В некоторых городах США будки становились свидетелями самых эмоциональных моментов жизни. Представьте, ливень, ночной город, монета в руке и голос любимого человека на другом конце провода. Разговор обрывается, монета заканчивается, но сердце все еще бьется быстро. Именно так сотни тысяч людей в мире передавали самые важные слова. В Лондоне или Париже можно было услышать, как человек в будке рыдает, смеется или кричит. Иногда свидетелями становились прохожие, невольно услышав чужие судьбы. Телефонная будка — единственный шанс сказать правду, пока тебя никто не слышит дома. Но у будок была и темная сторона. Некоторые из них использовали для шантажа, угроз, анонимных признаний. Были случаи, когда звонок из будки спасал чью-то жизнь или рушил чужую. А если вы думаете, что будка — это крайняя точка человеческих усилий, подождите, пока мы дойдем до темы поиска работы без интернета. Без LinkedIn, сайтов вакансий и email все было иначе. Люди искали работу через доски объявлений, биржи труда, знакомых или газеты. И каждый способ был полон риска и неизвестности. В Америке времен Великой депрессии мужчины ходили от фабрики к фабрике с аккуратно сложенными резюме, напечатанными на машинке. Часто в одном экземпляре. Люди стояли в очереди просто, чтобы подать заявку. Иногда целый день, впустую. В СССР популярным методом была доска объявлений на заводах или рынках. Кто-то просто прибивал бумагу к столбу. В Бразилии 90-х девушки писали резюме от руки и рассылали по почте, надеясь, что конверт дойдет. Особенную роль играло сарафанное радио. Если кто-то знал, что где-то освободилось место, ваша информация мгновенно разлеталась. Иногда работу давали по знакомству, и это было не кумовство, а реальный шанс выжить. Но что делать, если нужно было ехать на собеседование в другой город, а навигаторов еще не было? До GPS дорога всегда была загадкой. Карта — твой лучший друг, но не всегда надежный. Особенно если она старая, не обновлялась годами или просто нарисована от руки. В США дальнобойщики пользовались бумажными атласами, часто исписанными пометками. Один такой атлас хранился как семейная реликвия, ведь в нем десятки лет маршрутов. В Европе туристы перед поездкой рисовали маршруты на кальке, накладывая их на карту. Ошибиться в повороте значило потерять часы. Иногда приходилось останавливаться и спрашивать дорогу у прохожих, а иногда ночевать в машине, потому что не удалось добраться. На востоке Азии путешественники полагались на карты с лицами. Схемы, где вместо названий были нарисованы здания, памятники и лица людей, которых можно спросить. И это работало. Были и те, кто доверял небу. Если солнце там, значит ехать нужно туда. Звучит как приключение. Тогда вы еще не знаете, как раньше передавали знания. До онлайн-энциклопедий мир держался на стариках. В деревнях Африки, Азии, Восточной Европы именно пожилые люди были живыми библиотеками. Они знали, как лечить, строить, предсказывать погоду, варить мыло и даже как ловить угря. Все из памяти. В Монголии каждый род имел своего рассказчика, хранителя истории рода. Он мог часами пересказывать события вековой давности. И никто не сомневался в точности. Это была традиция. На Балканах молодежь специально слушала старших, чтобы перенять знания, ведь никто не знал, когда они могут понадобиться. Записать ведь это было некому. Даже в США до появления массовой печати в сельских регионах информацию передавали от бабушки к внуку. Это были знания о растениях, законах, налогах, традициях. И если вечером не было интернета, телевизор становился главным событием дня. Особенно если он был один на весь дом. В 50-е в США и Великобритании телевизор был роскошью. Один на дом, иногда на несколько семей. Когда включался вечерний выпуск новостей или любимое шоу, к экрану собирались все. Соседи, друзья, родственники. Перед телевизором никто не листал телефон. Его не существовало. Внимание было полным, обсуждение живым.
Люди вслух комментировали, спорили, смеялись. Иногда после просмотра еще часами обсуждали сюжет за чаем. В СССР на черно-белый экран приходили посмотреть новости или кинопанораму. В США трансляции с Луны, концерты, политические дебаты. Пульты были редкостью, да, чтобы переключить канал, нужно было встать, а иногда покрутить антенну на крыше. И все ради одного, единственного сигнала. Но даже в этот уютный мир могли вторгнуться тени угрозы, когда письмо или звонок становились поводом для ареста. Во многих странах письмо могло стоить свободы. В Восточной Германии, Советском Союзе, Чили времен Пиночета переписка контролировалась. Письма вскрывались, читались, иногда уничтожались. Человека могли арестовать за фразу, не понравившуюся цензору. В СССР в 70-х годах письма, отправленные за границу, читались сотрудниками КГБ. Иногда их задерживали на неделе, а то и вовсе теряли. Любая фраза про очереди, дефицит или критику власти могла стать основанием для доноса. В Восточной Германии люди писали письма тишины, пустые открытки, в которых смысл прятался в дате, рисунке или адресе. Это был способ показать, да, я жив, меня слушают, мне нужна помощь. В Чили люди пересылали письма через туристов, шепотом передавая не вскрывать до вылета. Любой контакт с внешним миром — риск. Даже внутри страны доверяли только проверенным курьерам. И все же люди писали, потому что молчать страшнее. Потому что письмо — это связь, а значит шанс выжить. Но были и те, кто не боялся договоренностей на слово. Встречались, надеялись и приходили. До появления мессенджеров договориться значило поверить. Сказать «встречаемся у памятника в 5» и прийти. Без напоминаний, без навигации, без страховки. Просто прийти. Люди находили друг друга в толпе по взгляду, по времени. В Париже пара договорилась встретиться у башни через 2 месяца. И пришли. В Нью-Йорке студент ждал под зданием колледжа свою девушку с утра до заката. Он не знал, что она задержалась, но верил, что она придет. Если человек не приходил, никто не знал почему. Не было возможности позвонить, написать, проверить. Все держалось на вере, доверии и памяти. Иногда такие встречи становились началом романа, иногда концом. Кто-то приходил через годы и находил записку, приколотую к скамейке. Это был риск, но он делал чувство острее, потому что все было настоящим. И без гарантий. Но что происходило, когда встречи не случались, письма не приходили, а связь прерывалась навсегда? В мире до интернета молчание было частью жизни. Иногда письма не доходили, иногда человек не отвечал. И это молчание не казалось жестоким. Оно воспринималось как возможно навсегда. Люди ждали неделями, месяцами, и не было злости, была надежда. Потому что все знали, причин может быть сотни. Заболел, переехал, потерял контакт, пропало письмо или просто ушел. Молчание не всегда означало конец. Иногда это было началом чего-то нового, новых отношений, привычек, работы. Люди умели отпускать, умели ждать и жили в этом ожидании без истерик, без уведомлений. Этот ритм учил другому восприятию времени. В нем было больше тишины, больше наблюдения, больше пространства для себя и меньше контроля. Сегодня мы боимся не выйти на связь за 5 минут. Тогда недели молчания были нормой, и, возможно, в этой тишине было что-то ценное. Мир без интернета не был проще, но он был другим, с медленными встречами, ручными письмами и живыми разговорами. И, быть может, именно потому настоящим.